Ну и после доставания формы имеем вот это. Всем привет! Хочу сегодня поэкспериментировать с пластиком. Толстый пластик буду плавить и хочу узнать, как он собой заполняет пустоты. Ну то есть, как он повторяет форму. Возьму вот эту пепельницу. Она внутри гладкая, поэтому положу ее в чашку вот так, кверху рисунком. И посмотрю, насколько хорошо он сможет заполнить весь вот этот рельеф, весь рисунок. Плавить буду в духовке. У нее максимальная температура 240. Но пластиком в основном, большинству пластиков больше 200 градусов и не требуется. Там, по-моему, только фторопласт плавится при большей температуре, поэтому как только пластик, вот сейчас поставлю 200 градусов, как только пластик поплыл, уберу градусов 30, ну где-то 170 сделаю и буду наблюдать. Из-за того, что в пепельнице здесь прорези есть, 3 прорези существуют, по идее пластик пойдет внутрь, но сколько он будет идти, неизвестно. Это все экспериментальным путем выяснится. Там образуется воздушный пузырь. По идее воздух там будет разогрет так, что не должен он пыхтеть, пузырить. Но при остывании пластика, возможно, он начнет втягивать в себя пластик и образуется воронка. Возможно, но это все узнаем. Все, заряжаем сейчас духовку и смотрим. Вот так обложил. Пока включил 200 градусов на прогрев, только нижний тен. Посмотрю, как будет плавиться только с нижним теном. Если кто-то надумает повторять, так плавить, обязательно нужно проветриваемое помещение. То есть у меня дверь открытая, вот вытяжка. Она сейчас не включена, крутится просто от ветра. То крутится, то не крутится. Но во всяком случае сквознячок присутствует. Вот он, пластик уже понемногу поплыл. И поэтому я теперь убавляю температуру на 150. И буду уже наблюдать, как он дальше будет плыть. То есть вот, убрал на 50 градусов, пусть на 150. Посмотрю. Главное, чтобы он не начал гореть. Пусть лучше дольше плавится, но без пригаров. Духовка для пластиковых дел это новая, и поэтому я пока играюсь с режимами. Сейчас поставил 210, включил 2 спирали. Ну, прошло вон неполных 20 минут. Сейчас покажу, что там происходит. Вот такая пока получается чашка. Но уже видно, что внутрь потекло. Ну ничего, пускай. Я думаю, сейчас как раз таки вот это кольцо все соединится, спаяется. Воздух там уже нагрет, расширяться не должен больше. И по идее давление не будет пускать дальше проваливаться пластику. Ну, уже можно докладывать следующий слой. Потому что по большому счету тут расплавилось. Зарядил еще один слой. И можно опять жарить. Нормально, пока на 210 не подгорает. Но буду смотреть. С момента включения печи прошло сейчас чуть больше 20 минут. И вот смотрите, что теперь уже получается. Уже последняя закладка начинает тонуть в первой. Что-то получается пока. То есть первая закладка получается долго, пока все прогревается, а вторая закладка уже намного быстрее плавится. Ну вот, без косяка не выходит. Ну сейчас покажу. Как раз время пришло делать третью закладку. Все-таки косячок нарисовался. Смотрите, какой косячок нарисовался. Все-таки дует.
из-под формы. Не знаю, пусть остается, может, сам лопнет. Вот сейчас закладываю третью. И опять жарим. Уже по плоскости ложатся вон они как, так что можно не дожидаться, пока хорошо расплавится полностью, а прям на них класть. Только вот я опасаюсь в середину класть, чтобы все-таки не образовались эти воздушные карманы. Вот так вот уложил. Пусть оно само поплывет в середину. Ну вот, еще можно закладывать раз. И от того, что сейчас плоскость расплавленного пластика увеличивается, и куски можно уже класть побольше. Вы, наверное, заметили, да? Последний раз я куски уже и так положил больше. Сейчас нарезал еще больше. То есть можно уже вот так уложить. Главное не класть эти куски на стыке вот пластика, потому что возможно там образование тогда пузырей. Вот сюда можно маленький положить. И сюда можно положить. Вот так вот. И сюда мелочь докинуть можно. Вот это вот. Вот это уже опасно. Вот так вот. Вот так вот все уложил. И опять заряжаю. Так, ну думаю, можно уже сверху наложить. Тем более осталось у меня всего 4 кусочка пластика. Нарезать больше не хочется. И тут уже, чтобы закрыло дно, получается, много и не надо. Я думаю, этого хватит. Мне главное закрыть дно и посмотреть, что в итоге со всего этого получится. Чтобы оно застыло. И узнать, как отпечатается узор. Все, последняя закладочка. Вон оно что получается. Под конец заподлицо случилось. Пузыри пошли. Откуда они пошли, хрен их знает. Скоро уже дно заполнится. Ну, буду ждать, пока сравняется. В итоге у меня уйдет больше часа на это дело. Ну ничего. Примерно за час получается такое количество пластика все равно плавится. И тем более с постепенным добавлением. Нормально. Как сравняется, гладкое станет, тогда буду выключать. Готово. Кушать подано. Вот такая штука получилась. Выключаю духовку. Закрываю духовку. Правда, я боюсь, что сейчас от резкого охлаждения об стол в чашке вакуум возникнет. И он начнет втягивать его. Ну, не знаю, посмотрим. Все, по большому счету, чуть больше часа прошло. Вот так оно сейчас выглядит. Ну все, остынет, доставать буду. Вернусь. Вот такую усадку он дает при остывании. Но он еще горячий. Это прошло 10 минут. Его еще держать невозможно в руках. И еще потрескивает, то есть отходит он от чашки. Я вот думаю, может произойдет то же самое, как с алюминием. То есть из формы он выходит, потому что усадку дает. А то, что в себя вжал, не отпускает никогда. И посмотрим, как будет выходить еще вот та стеклянная форма, пепельница. Так, окончательный размер севшего пластика. Уже отлип. А сейчас перевернем, посмотрим, что там есть. Он еще горячеватый. Вот что пока получилось. Ну, по краям от стенки нет никаких пузырей. Это я знаю, от чего у меня пузыри произошли. От того, что я 2 последних закладки поторопился. Потому что был еще не утопленный пластик, я сверху клал еще.
И в итоге образовались полости. Не надо торопиться в этом деле. Так, ну а без вас я, наверное, сейчас вот это посрезаю по кромку. Блин, горячий еще. Уже сколько? Да около часа прошло, минут 40, а он горячий. Так, ну и вот, посрезаю как раз, пока он мягкий более-менее еще. И тогда уже попробую вынуть его. А может так оставить? Нет, надо достать. Ну и после доставания формы имеем вот это. Отпечаталось все отлично. Единственное, есть пару пузыриков. Ну, пузырики как раз в том месте, где... Вот они, один. И вот он, пузырик второй. Как раз, ну, то есть перед верхом уже. Как раз, когда вот тот слой предпоследний закладывал, уже кусок на кусок клал, вот они, пузырики, образовались. А пока не торопился, все нормально. Отпечаталось все полностью. Нигде не прилипло, все отошло. Получилась вполне себе форма. Можно таким способом плавить, отливать. Мне тут пока это остывало все, идейка одна пришла в голову еще. Короче, в одном из следующих видео попробую с этой же самой формой сделать вот это же самое, только по-другому, другим способом. И, возможно, получится намного быстрее. А на этом всем пока. Здоровья, удачи, до новых встреч.